Топ-5 самых ужасных смертей стримеров в прямом эфире. Здрасте, с вами я, Артем, и сегодня я расскажу вам душераздирающие истории ужасов, произошедших в реальной жизни. Дисклеймер: все события реальны и перечислены с уважением к жертвам. Не повторяйте этого дома. Дети, кыш! Кыш, все дети, кыш! Это не обзор книги, нет, к сожалению. Номер 6. Роковой суккулент. Стример Little Skip из Бразилии набирал популярность пафосней. Стример Little Skip из Бразилии набирал популярность в жанре трэшовых челленджей. В 2016 году молодой человек выполнял задания за донаты. Бросался в прохожих шариками с водой, лизал хомячка и так далее. На его последнем роковом стриме начинающему нишевому микроселебрити кинули челлендж: сесть на кактус за $100. Единственным условием было, что на кактусе должны быть иголки. Но Lil Skip пошел еще дальше и предложил ставить кактус внутрь за $300. Все посмеялись, но зритель под ником Бамблби согласился и заплатил. Или заплатила. Если бы он или она знала, к чему это приведет, стало бы оно подначивать стримера на собственную гибель. Lil Skip оказался хитрее обычных трэш-стримеров и наглядно залил кактус свечным воском, покрыв все иголки толстым слоем, чтобы не пораниться. Что было дальше, я не буду описывать по этическим соображениям. Но когда счастливый обладатель $300 хвастался своим достижением, воск расплавился и, деформируясь, выпустил свои смертоносные иголки в прямую кишку блогера. Под смех, донаты и улюлюканье зрителей Lil Skip понял, что не может пошевелиться от боли. В слезах он пытался вытащить кактус, намертво застрявший в нежной плоти. Спустя 20 минут бесплодных попыток он стал истекать кровью. Иголки пробили паховую артерию. Little Skip не вызывал скорую, потому что ему было стыдно. Но это сделали зрители, среди которых были его одноклассники. Спасти парня не удалось. Он скончался на кресле от кровопотери, ускоренной болевым шоком. «Братишка, сделай мне Для этого нужно поставить мне лайк, если ты уже подписан, а если нет, то подписаться, нажав на мой сладкий колокольчик. Говорят, сладкое портит фигуру». Бьюти-блогер Изабелла специализировалась на обзорах средств для ухода за волосами и специально для зрителей сделала на стрим в честь дня своего рождения гладкие дреды из канелона, разукрасив их очень красивым, ярким, но легковоспламеняемым лаком. Когда друзья снимали ее в момент вручения именинного торта, парню Изабеллы пришла в голову спонтанная идея улучшить ее контент, толкнув лицом в крем торта. Вот только незадачливый пранкер не учел, что подруги уже зажгли свечу лотос. Вращающиеся лепестки,
прошли через мягкие ткани глаза, как по кружевной блендер. Но искрящийся элемент продолжал тлеть. И когда свечу вынули, она, разбрызгивая глаз Изабеллы, продолжала поджигать прическу. Девушка погибла от болевого шока, не дождавшись приезда медиков. Номер 3. Человек-гириешек. Популярный до 23-го года трэш-стример Стася Вася часто вел с бездомными и маргинальными алкоголиками свои особые эфиры. Откровенные истории, услышанные у бомжей и бывших зэков, пересказанные в исполнении Стаса лично, приносили ему все больше и больше популярности, как и стримы в Твиче с популярными в то время Аляшей, Кариной Сычевой и Ниной Пофиг. Но, несмотря на взрывную славу, влогеру не суждено было дойти до отметки в 100 тысяч подписчиков. В тот день на стриме у него дома была в гостях особая гостья — Смерть. Стася Вася принимал интервью у знаменитой, широко известной в узких кругах эротической танцовщицей Булатой Тимуровой, известной как Заза Каравай. 150-килограммовая красавица предоставляла интим-услуги и очень радовалась возможности получить publicity. Знала ли она, какой ценой обойдется тот роковой стрим? После стандартной части с интервью и историями из жизни Стася Вася решил хайпануть и предложил Зазе поднять ее на руки. Оба участника и оператор к тому моменту уже употребляли алкогольные напитки и не осознавали всех рисков. Когда же Стас взял танцовщицу на руки, послышался характерный для сухариков кириешки хруст. Не понимая, что происходит, влогер напрягался все сильнее и на глазах у зрителей сложился пополам, в обратную сторону. Урон усугубляла сила, с которой 1,5 центнера красоты упали на черепную коробку Стаса. До конца неизвестно, виной ли тому не сросшийся родничок или скорость, помноженная на массу, но в следующее после хруста мгновение мужчины не стало. Номер 3. Мукбанг любви. Корейская звезда мукбанга Сирюн Жун обрела популярность на волне ковида, когда помимо обедов в камеру начала обсуждать со зрителями свои психические проблемы. Состояние девушки ухудшалось, но поскольку от этого зависели ее просмотры, Сирюн избегала медикаментозного лечения, продвигая традиционную медицину в психиатрических целях. В какой-то момент ремиссия и популярность сделали ее жизнь достаточно счастливой, чтобы поделиться счастьем с кем-нибудь еще, и у нее появился звездный ребеночек, Celebrity Baby, которого продюсерская группа сразу же принялась продвигать. Позднее именно этот случай даст толчок корейским законодателям ограничить использование детей в рекламных целях без их согласия. Молодая мать была одержима своей малышкой и всегда брала Яричку с собой на стримы. Но в одно из обострений материнские чувства обрели нездоровую силу, и, нахваливая малышку, мама-влогер с поцелуев сладкой крошки перешла на укусы. Когда зрители вызвали полицию, было уже поздно.
Силюнь поглотила достаточно тканей младенца, чтобы нанести несовместимый с жизнью ущерб, и впала в кататонию, в которой пребывает до сих пор. Номер 1. Корейские копчености. Канадская дог-герл Юджиния Гудсон, известная как Кэти Барк, не была знаменита, но была достаточно популярна, чтобы вести нишевый канал со специальными материалами для донатеров. В 21-х годах она одной из первых отыгрывала дог-герл, девочку-собачку. Возможно, популярность нашла бы ее спустя пару лет в жанре NPC-блогера, но ее жизнь трагически оборвалась в чудовищном весеннем стриме. Для своих верных донатеров Dog Diva вела стрим из клетки, когда перегруженный удлинитель начал греться. Несколько раз Кэти жаловалась на запах пластика в комнате, освещение пару раз незначительно мерцало, но поскольку стрим шел с айфона, шоу продолжалось. Когда провод, на котором стояла клетка, заискрил, девушка принялась метаться по клетке и выть. Поначалу зрители думали, что это часть игры, но каждое прикосновение к клетке било беднягу током. Только когда клетку заклинило, Кэти вышла из образа и начала звать на помощь. К тому моменту, как она выбила дверцу ногами, раскаленный провод поджег ковер и вызвал сильное задымление. Сработала защита электросчетчика, и в доме погас свет. Покрытое следами поражений током тело Юджинии нашли в клетке. Она зацепилась ошейником, задохнулась, прежде чем смогла выбраться. На стриме, который до сих пор можно найти в Даркнете, видна ошеломленная реакция пожарных, прибывших по вызову соседей. Во время стрима зрители пытались найти адрес девушки, призвав реддиторов, но было поздно. Номер 0. Хэллоуинский спешл. Ютуберша Этиэльтян пыталась найти учеников в обход гиг-экономики, профи.ру и богомерзкого репетитора.ру. Ничто не предвещало беды, когда полуэльфийка-полуазиатка искала ностальгический медиаматериал на ютубе для ролика о ютуберах 10-х. Наткнувшись на кинообзорщика Сокола с канала Соколов, Этель погрузилась в сладостную ностальгию по временам относительной свободы. Она ослабила бдительность, как вдруг в хэллоуинском ролике относительно знаменитого своим отсутствием собственного мнения Сокола он начал петь! Сочетание видеоряда и инфернального пения, концентрация кринжа в теле девушки превысила опасный для жизни нормы в 4 раза. По мышцам пошли спазмы, и все жидкости одновременно начали покидать тело. На 30-й секунде вылезшие из орбит глаза полопались, а язык распух и заблокировал дыхательное пузырь. Труп ютуберши так и не нашли. Она старалась не дианониться из-за многочисленных репрессивных законов тех лет. Нам остается лишь надеяться, что злосчастный хэллоуинский ролик Соколова никогда не найдут в Даркнете, и у него больше не будет жертв.